Что такое? Друзья, всех приветствую. Рад сообщить, что приобрел медогонку для откачки меда на 3 рамки. Вот, ее сейчас буду потихоньку распечатывать здесь и собирать. Медогонка достаточно тяжелая, как по мне показалось. Забиваю клинок для рук, и там еще вот заклепку такую поставить. Фиксируем этот клапан. Сейчас попробуем. Крутится хорошо. Работает. Значит, сегодня буду откачивать раи-медовики, видео которых у меня на канале. Треба мовчать? Желательно. Это приехали родственники мне помочь откачать мед. Ой, фу! Помощница очень боится пчел. Вот. Мені вже лазять. В смысле? Вже пчоли лазять вони. Подходь сюда, вставай. Так вони мене кусати будуть. Всем привет, дорогие подписчики. Сегодня с вами я, ваша любимая Иванка. Смотрю первый улей медовик на 24 рамки. Он полный пчел, мед. А чого пчоли ніяк не реагують і не наступають на нас? А потому що взяток і вони довольні. Ми що? Взяток в природі і вони довольні. В смысле взяток? Який взяток? Ну, в смислі, меду багато, і вони зайняті медом. Ну, там, Якщо де... в природі буде мало нектара, меду, то вони тоді будуть кусатися. Або коли є... Дядько, Ні, не тікай. пожалуйста. Бо вони... А чого ти боїшся? Потому що вони почали на мене налітати. Меда в улику много, но он не запечатан полностью. А у вас камера красно мигається, вона сідає? Чого там? Поэтому я решил подойти ко второму раю медовику. Тут у меня 3 рая в одному. Якщо ви мене ставите на відео, то ваше відео залетить на 1 мільйон. Якщо ви мене не ставите, ви про це пожалієте. Так, ну що? Що таке? Я думала, це пчела Помощница очень боится, Сейчас Напугал. вони покусають із-за тебе. но по итогу ни пошлите, одна пчела не не надо. укусила ни ее, ни меня. Вже рамка є. Блін, вони що, ще напечатані? Рамки тяжелые. Ого! Блин, такая тяжелая. Важка рамка. Это ж хорошо. Да. Отлично. Тут полностью были запечатаны. Don't push the horse. Нам хватить цього чи ні? А это нас прижился голубь. Подивись. Поймай. Да. І він на мене полетить. Возвращаюсь к улью и начинаю струшивать пчел.
Если вы присмотритесь, не полностью запечатанные рамки на неполную меду, и мед уже не вытекает, то есть он уже готов, хоть еще не успели запечатать полностью. Этот рой медовик очень продуктивно работает после того, как я соединил 3 роя в один. То есть принес меда очень быстро и очень удивил меня. Откачал достаточно много меда, видите в конце видео, хотя оставил им половину улья. А ти що, не бачила ніколи, як мед качають? Бачила, мало було. Это приспособление, чтобы не носить в руках тяжелые рамки. Придумал такой вазок. Очень удобно, советую. Потому что вот здесь именно 15 килограмм меда. Вот с этого захода вышло. То, что я привез. 15 кило. Здесь 9 рамок. Всего. Три раза по 3 рамки. Это я воду принес горячую. Для того, чтобы ножи поласкивать и обрезать забрус крышечки. Советую, очень удобно. Главное, чтобы нож был всегда сухим, чтобы влага не попала в крышечки. Для этого можно его просто периодически сухим полотенцем бумажным вытирать. Советую. Срезаю крышечки. Мед откачиваю из подсолнуха. Он такой, конечно, достаточно желтый. Сейчас увидите. Откачивать буду в новой медогонке, как вы уже поняли, увидели. И удалось заснять, как он растекается. Очень зрелищные видео. Сейчас увидите. И увидите цвет меда. Рамки, хоть и не полностью запечатаны, еще раз повторю, полностью залитые медом. Очень тяжелые. Ну, считайте сами. 15 килограмм меда, 15 литров, точнее не 15 килограмм, 15 литров вышло с 9 рамок. Это то, что я только первый заход сделал. И половина еще, увидите, осталось пока в улье. Крышечки срезаются достаточно хорошо. Из забруса в дальнейшем сделаю медовуху. Хотя можно просто фасовать банки. Она очень полезная от всяких заболеваний. Именно вот. Такие слабенькие, рамки там есть получше. Так, первые обороты моей новой медогонки. Смотрим. Запах очень сильный. Иванка, як тобі? Нормально? Любиш соняшниковий мед? Ой, повірю. Могла бы подыграть. Ну, в каждой свои вкусы, так что нормально. Это мне нравится. Ну, там я красиво получилось. Там ты красиво получилось? Я попробую. А як воно так швидко появляється? Теперь буду показывать, как переворачивать. Не вытягивать рамки можно, а просто перевернуть. Смотри. Смотри, смотри. Видишь? Вот так вот. Раз, раз.
А зачем так делать? Раз, раз. Это чтобы не вытягивать рамки, просто перевернула и все дела. Прикольно? Что там прикольно. А можно я тоже покручу? Давай. Мощница не рассчитала силы и сильно раскрутила. Давай. Я жила. Не, сильно не надо, потому что рвутся тогда рамки. Давай. Так тебе голуб живе. Повторюсь, сильно, кто еще не знает, крутить медогонку не нужно. По той причине, что вот такие молодые рамки, вот, это вощина была, которые оттянули и залили медом, они рвутся, ломаются, если сильно крутить. Старые рамки, черные, не рвутся. Ну, разве что вы сильно раскрутите, такого еще не видел. А вот такие рамки, как я сейчас обрезаю, рвутся, если сильно медогонку крутить. Хотя, вот новые медогонки, А ти чуєш запах, як він пахне? Да, мені нравится. Тут не тільки що соняшник, тут різний мед. Це перший мед за весь сезон. Прикинь. Угу. Я так розумію, що в цьому году мед буде в ціні. Це вже нові рамки ставите? Угу. еще раз по поводу новых медогонок. Как правило, новые медогонки не так сильно рвут рамки, как вот старого образца. Старого образца рвут. Если кто сталкивался, пишите в комментах. Потому что я когда-то по неопытности очень много рамок так испортил. Сейчас практически все рамки целые остаются. Но для безопасности лучше медленно крутить. Не спеша. Значит, мед там уже настаивается. А я пришел возвращать рамки. И на один момент всем вот лайфхак, как вы увидели, научили меня опытные пчеловоды. Я думаю, опытные пчеловоды многие знают. Я опрыскиваю воду, ну прям с руки, не было, чтобы распылить чем-то. Но лучше так, чем вообще никак. То есть пчелам после откачки меда желательно на рамке чуть-чуть побрызгать водой. Не нужно их заливать прям, но побрызгать нужно. Они не так возбуждаются. После откачки им нужно больше воды. Сейчас, как видите, я собираю снова улей. И осталось как раз половина рамок запечатанных не полностью, с медом. Ну, сейчас увидите, на видео еще будет видно. Оставил, потому что что-то не захотел, конечно, качать. Они тонкие были, вощина оттянута, залита медом. Но вот как многие сталкиваются, тонкая. Некоторые видно здесь тоненькая рамка. Я, конечно, не откачаю чуть позже, потому что на зиму нельзя оставлять мед из подсолнуха, но пока решил не трогать. Поэтому эти пчелы счастливы, и половина меда осталась пока. Здесь фильтрую уже мед. Это ведро вышло полным. Ведро 15-литровое. Дальше будут видео, а вы подписывайтесь на канал Пчелообзор. Буду очень рад за лайк и подписку.